I'm Patrick Lancaster, and today we are back near the Donetsk airport in one of the many villages and neighborhoods that have been hit hard by Ukrainian shelling over the last almost 8 years. And today we're going to try to find some more people to talk to about the situation here, and particularly what they think about the possibilities of peace talks that will bring down this possible escalation of this war. And particularly the Normandy 4 meeting in Paris that is scheduled. So we're going to have a talk with them and find out what the people here on the ground think. Not some politicians far, far away, but what the real people think that have lost their homes and lost almost everything. А что у вас случилось? Ну, видно, там сорвало кран, я не знаю, вода утекла аж до соседей. И все. Так что вот так вот мы живем, журналисты. Расскажите всему миру, что эти пидоры бандеровские с нами сделали. Или это вы оттуда, нет? Нет, Нет. не наши. Мы с Москвы. Мы с Москвы. Ну, вот. Расскажите, как у вас сейчас обстановка? Ну, не сравнишь, конечно, с 14-15 годом. Вот это все 14-15 год, весь поселок. А так, вообще-то, ну, тише, конечно. Но я сейчас не здесь живу. Поэтому туда, где я сейчас живу, мне не слышно. Ага. Это твое дома? Да, это мой дом. Построили еще наши бабушки, дедушки в 35-м году прошлого века. И все, муж умер. И вот я теперь сама пытаюсь что-то сделать. Жилье снимаю дорого, но снимаю. Давали общежитие, но там неудобно. Муж у меня тогда больной был, не ходячий. А туалеты общие, он не мог выйти. Нам пришлось снять квартиру. Ну вот он умер в сентябре месяце. Ну я так и осталась там жить. Что уже бегать? Ну, я смотрю, такие разрушения, его же невозможно, наверное, восстановить будет, да? Ну, вообще, да, они написали первая категория разрушения, восстановлению не подлежит, да? Но дело в том, что вот там на соседней улице была вторая категория. Ее полностью снесли и сделали новый дом. А тут не надо, тут стены, вот как они были, так они и остались. Они даже нету трещин, вот, оно, видно, снаряд вовнутрь сразу попал, все выгорело. Он, кстати, вот там у меня в уголке лежит на память тут снаряд. Это самое. Оно выгорело, стены целые. Или полностью, как говорится, уже, ну как, ну вы сами понимаете, что раз стены есть, значит уже считай, что полдома восстановлено. Скажите, вот сегодня будут переговоры нормандские по поводу конфликта на Донбассе. Вот как вы считаете, они к чему-то могут привести? Не знаю. Что-то уже никакой надежды нет, что они приведут. Почему? Ну, потому что сколько уже этих разговоров было. Но вообще-то сейчас как-то вроде зашевелились. Надежда, конечно, какая-то есть, что а вдруг действительно что-то будет лучше. Да? Ну, а там кто его знает. Конечно, хотелось бы. Стреляют тут часто. Ну, я же вам говорю, что я здесь не живу. Я только летом здесь бываю, огород сажаю, и все. Летом слышу. А сейчас, ну, это надо спросить тех, которые здесь живут. И всё. Скажите, а вот эти разрушения, это 14-й год, это, наверное, самое начало, да? Это 14-й год. Это было очень страшно. Это была настоящая война. А сейчас, как вы ждете, будет мир или будет снова настоящая война? Хотелось бы, чтобы был мир. А настоящая война, мне кажется, что тоже не будет. Ну, не знаю. Я не знаю, но мне кажется, что действительно такой, прям как вот в 2014 году было, я думаю, что такого не будет. Хотя вот телевизор смотрю, там стягивают, прям уже где-то тут Авдеевка, уже рассказывали, сколько тут всего. Ну, не знаю, хватит у них ума помириться или не хватит. Не знаю. А как вас можно представить? Тамара. А фамилия или отчество? Тамара Анатольевна.
И как вы могу сказать, несколько дней назад Зеленский сказал и обещание, как Донбасс и Крым будут частью Украины еще раз. Честно вам сказать, мне все равно, пусть хоть Китай здесь будет. Лишь бы мне восстановили дом, и я спокойно без войны жила. Понятно? Да, конечно, у меня дети все на Украине. Конечно, я хотела, чтобы мне легко было туда ехать. Мне хотелось, чтобы они вернулись сюда. Ну, наверное, не вернутся. И как вы чувствуете, местные люди здесь, что они хотят, какой страна они хотят жить? Украина, Россия, ДНР независимо? Или как местные люди хотят жить? В какой стране я хочу жить? Что они хотят здесь? Какой страна местные люди? Какая здесь была страна? Ну, я же вам говорю, мне все равно, какая бы страна, лишь бы был мир. Да. Пусть будет Украина, пусть, ну, только чтобы мир был. В Украине я не могу сказать, что прям так плохо было. Ну, нормально мы жили, цены нормальные были. Да, сейчас в России, конечно, нам труднее, потому что цены совсем другие. Совсем другие цены. Во много раз дороже получается. И на эту пенсию, что нам дают, ну, вроде как маловато получается. Ну, И как вы могу сказать, за Украину, они сказали, они никогда стреляют на гражданский поселок. Они сказали, они только стреляют на военные. ну, вы видите, это что, я сама вкинула? Вон я вам сейчас покажу этот снаряд, вон он лежит в уголке. Где бы я его взяла? Или Можно- я сама подожгла это все? Можно покажи? Конечно. Ага, он принес. Помочь? Ну, наверное, я не смогу его вынуть, он принес. И что это? Ну, он такой длины был. Я, кстати, ложила рядом кирпич, детям посылала, показывала. Он вот такой длины был, Это град. ну, как красный этот. Ну, не знаю, кто он, град или нет, но он вот такой длины был и вот такой толщины. Но он вот весь покореженный. Весу. И когда мы убирали вот этот пепел, у нас вот такой пепел по всему дому был, мы нашли его там. Ага. Значит, это он прилетел туда. И на этой улице много осталось жителей, которые живут постоянно здесь? Ведь ни одного целого дома здесь нет. Ну вот вы стояли, машина. А, это вы подъехали. Вот здесь живет, где машина стоит, и напротив живет это дальше. А дальше я не знаю. Это вот из соседей, которые здесь живут на весь вот этот кусок, который идет до конца улицы. Можно покажу твоего дома, где Испания был, и как дом был до войны? Как был, что рассказать? Что собой дом внутри представлял, где какие были комнаты в мирном. Пойдем. Это я сегодня случайно тут оказалась, сосед позвонил, говорит, у тебя там что-то прорвалось. А так я сюда зимой не хожу. Ну вот, входите в дом. Это название. Это и дом у нас был. Плиточка наша такая красивая была. Вот видите, на полу какая хорошенькая была. Двери были такие хорошие, пластиковые двери были. Это у нас была гостиная. Вот это была гостиная. Ну, вот эта кухонька. Здесь еще была деревянная перегородочка такая высокая, тоже красивая. Это была кухня. Это вот телевизор у нас тут стоял, стол обеденный стоял. Вот так вот. Дальше вот это была у нас ванна. Вот ванна была. Дальше было... Давай, ой, вот тут это было 4 комнаты. Да, 4 комнаты это было. Тут гардеробная с этой стороны, здесь была спальня, здесь прямо был зал, и из зала еще одна спальня была. Вот так у нас было. Все было Кто хорошо. здесь жил в этих комнатах? В этих комнатах мы с мужем жили уже последнее время. А вообще дети мои все здесь родились, 3 у меня детей. Все мы тогда жили. Мама еще была живая тоже. Ну, в общем, все.
Потом мы уехали, нам дали квартиру, потом мы опять сюда вернулись. И уже жили вдвоем. Все было хорошо, у нас красиво, сделали ремонт. Я еще мужу говорила, это был 93-й год. О, нет, 2003 год был. Я ему еще говорила, давай, говорю, мы сделаем такой ремонт, ну, чтобы уже, говорю, как говорится, до конца дней наших не переделывать. Чтобы мы вот это уже на старости лет не лазили, обои не меняли, все у нас были дорогие обои, пол хороший был. Ну, в общем-то, все было красиво, чтобы уже, как говорится, дожить до старости. И все. Ну, не получилось. У нас дожить до старости в этом доме. Не знаю теперь, что будет, как будет. Первые годы как-то еще, знаете, немножко, когда вот 15-й год уже чуть-чуть так вроде тише стало, мы так и надеялись, что вот начнут восстанавливать, да, приходили, переписывали, сколько стройматериала надо. На следующее лето опять пришли, переписали стройматериала, сколько надо. Ну, в общем-то, надеялись, что вот-вот, ну, начнут они делать. Это ж там где-то война, там стреляют, а у нас же уже вроде тише стало. Мы так и надеялись, что будут восстанавливать. А сколько Ну, было попаданий? в дом? Мгм. Ну, в дом я так поняла, что было одно. То, что были побиты окна, было вот такое осколками. Мы окна забили такими щитками деревянными. Ну, это все мелочи. А такое вот крупное попадание получается вот это одно. Ну, раз, и оно зажгло дом. И вот рядом гараж, машина там стояла. В общем-то, и оно, видно, как-то или перекинулось туда. В Все общем, сгорело. все сгорело. А куда попал снаряд, можете показать? Ну, вот здесь был. Снаряд был вот здесь. Вот у нас, я же говорю, у нас вот так вот был пепел. Когда вот это все загорело, еще ж крыша была, там на крыше какие-то у нас вещи были, на чердаке. И вот это все сюда упало. Вот такой вышины у нас был пепел по всему дому. Дали нам, правда, с исполкома мужчину, долго мы просили его, ну дали. Он нам помог вынести это все. И мы снаряд вот тут отрыли. Когда вот это ж мы тачкой вывозили это все, да, и отрыли этот снаряд. И всё. Так что был он в доме. А вообще было, я же говорю, было очень страшно. Очень было страшно. Вот моя спальня, мы с мужем уже отдельно спали. Я там спала, он в этой спаленке спал. А тут, получается, с той стороны все время стреляли. А вот эта, которая у нас гардеробная была, я последнее время, ну, в сапогах, в пальто, в шапке, на полу, на матрасе я спала. Потому что мне было страшно, оттуда все время летела. И вот я в одно утро, значит, вот это ж отсюда вылезла, туда захожу, а у меня на кровати вот такой осколок лежит, металлический, прям у меня на кровати. Думаю, вот это слава тебе, Господи, как говорится, что я додумалась вот здесь на полу на матрасе спать. А чего вы боитесь сейчас? Чего я боюсь сейчас? Ой, боюсь, конечно, боюсь. Ну вот смотришь телевизор, да, вот это ж нагнетается это все. Думаешь, а вдруг правда, да? А я тут опять-таки, ну как, все равно я живу в зоне обстрела все равно, да? Думаю, вдруг туда долетит. Опять там вроде бы, знаете, ну не знаю. Вот этого я боюсь, чтобы она опять не началась. Оно не нужно, оно, ну, как говорится, нам, людям, хоть с той стороны, хоть с той стороны. Я думаю, что никому это не нужно. Ну, а делают это все те, кому это нужно. Очень, очень им хочется это. За последнее время в вашей жизни что-то поменялось? Ну, вот это у меня умер муж, поменялось. Дети уехали все в Киев. А почему уехали в Киев? Потому что в 2014 году, получается, их работа переехала вся туда. Ну, естественно, ж они поехали. А да. вас тут оставили сами? Нет, они меня звали. Ну, они там тоже на квартире живут. Но вот чего я еще там буду телепаться между ними? Пусть они уже там сами живут, работают. Конечно, я не знаю, какие у них там планы, но я думаю, что они не вернутся сюда. Потому что уже они не такие, чтобы совсем молодые, им там уже всем за 40, по 45, вот так. Уже, в принципе, уже где-то осесть надо. А сюда опять приедь, опять это все надо, ну, все начинать сначала, искать опять тут работу, все. Ну, в общем-то. Не, они меня звали, и сейчас они меня зовут. Ну, не хочу я ехать. Хотя страшно, знаете, думаю, помру, блин. И буду лежать там где-то гнить, да, детей рядом нету. Ой. Как вы думал, за эта война, кто виновата? Почему это война? Я не хочу об этом думать, кто виноват. Они сами знают, кто виноват. А?
Меня? Да попробуй меня повесь. Я бедовая. Я вон воду перекрыла. Все. Я уже забыла вопрос. Кто ты думал виновата? Ну да, я же вам говорю, что я даже не хочу об этом думать. Кто виноват? Я не хочу об этом думать. И всё. Так, вот это так вот была здесь духовка. Тут я пекла пирожки, пироги пекла, торты пекла в этой духовке. Ну такая печка дровяная это была. Сверху у меня то блинчики, то борщ, ну в общем-то все как обычно. Все для обеда, для завтрака, для ужина. Все готовила. Детки маленькие, когда были, тоже ж мы здесь жили. Сильно они любили пирожки мои. Все. Хотя обычно частный дом, это не то, что там какие-то. Ну так они построили, конечно, это очень неудобно. Ну, смотрите, сейчас начались переговоры на разных международных площадках, и вот сегодня будут ключевые переговоры в нормандском формате. Как вы думаете, вот что-то может все-таки это нам повлиять? Ничего, абсолютно. Это ноль, зеро. Получается, это просто понты гоняют и все. Чтобы галочку поставить, чтобы были переговоры. Всего лишь. Потому что не будет поднимать бучу Украина, не будет. Надо Америке вводить санкции. Надо, чтобы это самое, повод для этого был. Вот и все поднимают эти вопросы. Получается, что поставить вооружение, им вроде как это самое, поддерживают все. И это самое, они хотят, чтобы все-таки Украина пошла в наступление. Но они не пойдут, потому что это самое. Кто такая Украина и кто такая Россия? Это совсем разные силы. Потому что говорят, что в Украине самая потужная армия в Европе, там, это все миф. Они сами себя успокаивают. Это самое. Так что ничего хорошего не будет в ближайшее время. А как у вас обстановка сейчас последние дни? Тихо или стреляют? Ну как, постреливают сейчас, ну как сказать, относительно тихо, ну, постреливают. Ну это буквально сколько, ну, может, месяц-полтора так. А так тут ложились вот это самое. Когда нас стартанавтов здесь людей поранило. И так идешь, живешь, не знаешь. Сегодня это самое, живое, завтра как Бог даст. Что тут хорошего? Транспорт сюда не ходит. Там до Манежного ходит. Ну, от Манежного добираться. Если мне, допустим, у меня семья на Засядьках живет. Если ехать на вокзал, доехать, потом до Манежного, из Манежного идти еще 1,5 километра с мест. И пешком ходят. Здесь по прямой ходят. А сейчас часто тут стреляют? Ну сейчас не очень, ну, постреливают. Сейчас, Периодически бывает, да? да, бывает. Ну там вот когда стреляют, чаще всего на Спартаке там ложатся где-то мины. Вот мы, ну, слышно это самое, прилеты. А вы боитесь нового витка войны? Ну уже как бы к войне привыкли, что постоянно, ну что сделаешь? Бросить не бросишь. Вот получается, сейчас дом новый построил, и как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить не хочется. Что сделаешь? А Так новый что дом до выживать. войны построили, да? Да, мы должны были в 2014 году до 1 сентября перейти в него, новый дом. Сынуля должен был пойти в 11 класс уже, это самое, в школу из дома. Ну вот новоселье, видите, сделали какое. 2 степень разрушения. А как вас можно представить? Как вы Мне, Василий Иванович. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Это мы находимся сейчас, улица Сартанавтов, город? город Донецк. Вот сейчас поворот на взлетную улицу. Там Сколько здесь до передовой? до передовой тут недалеко. Вот это передовая Пески тут, ну сколько, буквально 4 километра, 3-4 километра. Ну, мины долетают сюда
свободно. И сколько процент домов тут Уничтожено. есть? Да, ну еще, ну, посмотрите сами, тут целых домов, а так с виду смотришь, вроде бы целый дом, а зайди, там все, потолки обвалены, и кругом все, крыши побиты, все побито. Это самое. За чего людей мало? Потому что, во-первых, что боятся люди, второе, сейчас неопределенка, если бы уже закончилась война, чтобы прекратилась война, чтобы все договорились, чтобы тихо было. Уже люди начали отстраиваться, ну, многие отстраиваются. Сейчас я там хорошему знакомому там помогаю, это самое, немного с ремонтиком, это самое, подделаем, он живет там. Ну, надо деньги откуда-то брать. Эти материалы подорожали очень сильно. Все подорожало, так что. Что нужно за мир? Надо, я вам скажу так, чтобы не гоняли понты, Украина не гоняла, а села за переговоры ДНР, ЛНР, есть Минские соглашения, взяли это самое, по пункту, там написано, первый пункт, это самое, прекратить там обстрелы, все, развести войска, это самое, и по пунктам выполнять. Они хотят с головы, с ног на голову перевернуть все. Начинать с последнего пункта, завести сюда свои войска, перекрыть границу и все, и делать тут уже, что захотят. Армагеддон делать. Так что это самое. То, что они хотят, у них не получится. Если через неделю сильная война, что вы сделать? Если украинские... Наступления пойдут? Да. Ну, не знаю. Что, будем автоматы брать. Да? Ну, а что делать? Они рассказывают, по телевидению Украина рассказывает, что здесь Россия воюет. Ну, пусть покажут, где военнопленные российские. Где россияне. Это самое. Нет их. Ага. Ну, а сейчас, конечно, паспорта дают, вот Донецк, Луганск получают паспорта. Теперь они граждане России, это получается фактически. Теперь они скажут, да, вот россияне воюют. Да нет, но они же имели в виду регулярные войска, что здесь регулярные российские войска, их же нету здесь. Они умеют. Я вам скажу так, что на Украине толку не будет до тех пор, пока не станет нормальный президент, нормальное правительство, нормальная Верховная Рада. Поставили клоуна, знаете, получайте результат. Поставили Порошенко, это самое. Если возьмите Порошенко, в какой партии он только не был. Где запахло, что кормушкой, что до кормушки добирать, он там. Это самое. Пока не вылез президент. И вылез президенты, все обещали это самое. И война началась. За чего? Что, как можно, что пастырь, это, он в Слове Божьем там проповедь читает, и начал войну. Славянский кто начал войну? Турчинов ввел войска, там танками людей давили. На Качур-горе это самое, стояли эти грады, там бомбили, друзья там живут, это самое, славянские. Что там понатворили. И там, вот поселок, который они разбили полностью, они сделали хоть что-нибудь, дома пострадавшие, ничего абсолютно. И толку не будет. Потому что, я скажу так, что Украина не была суверенной и не будет. Если за границей не управляют, там, это самое, Америка заправляет, то что нам ожидать? И что украинцам? Вот живут там у меня, я сам с центральной Украины, с Черкасской области родом. Ну да, а что там хорошего? Сейчас нищету развели, все. Газа нет, уголь дорогой, дрова брать сухие нельзя. Вот у нас их валяется, бери, топи это самое. Никто ничего, да? Еще спасибо скажу, что это самое. А вот в Великороссольский район, там с отсюда человек живет, говорит, там в родительском доме переехал, война началась, переехал. Говорит, если пошел в посадку дров, сухих насобирал, еще и посадить могут. Уголь, 10 тысяч тонн угля. Вот и это самое, попробуй натопить. Ну.
Вот так. Нисколько дней назад Зеленский и ПЭТ обещание, который Донбасс и Крым будут частью Украины еще раз. Как вы думал за это? Я думаю, то, что Крым никогда не будет это самое, в Украине. Профукали. Если разобраться исторически, то это город, ну, Крым это самое, полуостров, это получается чисто российский, это самое. Если бы правильно политику вели, было бы все хорошо. Я был в Крыму до, это самое, до Майдана, до 2014 года. И был в 2014 году, я поехал вот в 2016 посмотрите, какие преобразования идут. На этот Артек было, со слезами смотрел, до чего допустили. Это самое, на море местные жители, чтобы покупаться, надо платить. Решетки, понаделали решетки, все, не подойдешь. Поехали мы в 2015 году, посмотрели это самое, эти все решетки, все демонтировали, пожалуйста, пляжи, все, подъезжай машины куда хочешь. Вот так. И за Донбасс? Донбасс, я скажу так, что после того, что это самое, они натворили это самое, люди это самое, в Украину уже не хотят идти. Где я не хочу? Какой страна мы сейчас? Какой это страна? Надо это самое, надо Украине договариваться, собирать, если собирают там это самое, переговоры, минские переговоры там, значит, надо конкретно решать вопросы, конкретно. Значит, парадокс получается, войну начали за один день, а 8 лет не могут прекратить. Саша, Ну что, народ нас совсем дурно не понимает. Сколько людей гибнет, сколько люди... Ну, я вам скажу, что здесь люди обнищали. Из-за того, из-за войны сейчас. И производства посокращались, и это самое. Доходы у людей упали. Донецк будет ставать независимо, или это будет частью России? Как люди, местные люди хочу? Ну, я вам скажу, что сейчас на данный момент уже большинство людей настроено на то, что быть к России. С Россией, да. Потому что это самое. Россия, если взять, это суверенное государство, а Украина это никто, получается. Они пустили, сейчас начинают уже голубые гей-парады, Кличко проводить, там начинает. Это все. Вам это нравится? Гей-парады? Ну вот. Хай почитают, возьмут Библию, почитают это самое, Библии, где написано, что может мужик с мужиком жить, там женщина с женщиной, что это самое, папа номер 1, папа номер 2, родители там такой, до 7 лет не ставят пол в ребенка. Это что, правильно? Это маразм идет, это уже идет, это самое, полный маразм. Спасибо. And right now we moved on to another location, to a family that we've met before and that has stayed here throughout the entire war. So we're going to talk to them and see what they have to say about what the situation is and what they think needs to happen for peace to come and this situation not to develop into even more harsh and hard war. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Обстановка. Позавчера прилет был. И вчера гал. Во сколько был прилет? Что собаки бежали туда гавкать? Перед 5 часов где-то. Одиночные. Бывают прилеты. Чего-то крупного? Ну, взрывы были. Прилеты были. Или АЭС, или Турции, что-то такое. Ну, не мины летали. Летает. Ну, так тихо в основном.
А у вас есть куда прятаться, если вдруг обстрелы? Так он на пол лег и все. У меня ж тут болото было, я строил дом. В подвал не залезешь туда. Накроет. Ну я ж накрыл, а не знаю, там зубов нету. Это в каком году было? Это было в 15-м году, когда аэропорт взяли, они ж пуляли, стреляли сюда, мы же слышим выходы, и уже прятались все. Вот так и живем мы, как бомжи, а что, ничего делать, что, не знаю, пойдут они, не пойдут. Я же так хотел, ну тут никто не живет, тут домов уже нету. Украина вооружает своих местных, и нас вооружите. Хотя я находил склад нациков, отдал, Гиви отдал, пацанам отдал, там и гранатометы, все, и патроны отдал, надо было оставить мне. Там вооружают, а если пойдут они, что я буду делать? Пальцем тыкать, мне рогатками есть, рогаткой стрелять буду по ним. А вот сегодня будут нормандские переговоры по поводу конфликта на Донбассе. Как вы думаете, на что-то они могут повлиять, что-то решить? Нет, ничего. Почему? Америка давит, чтобы сюда пошли. Вы думаете, будет война все-таки? Ну а что, они пульнут сюда. Вот, сразу, километр, чуть больше. Куда будут бить? По нам будут бить. Вон, жена, сын, мы не уйдем отсюда. Вы ничего не боитесь уже, да? Не, ничего. Построил дом, на болоте построил дом. Как я могу уйти с него? Мое, в шахте работал, все мое тут. Как я уйти могу с этого поселка? Хотя Это улица Взлетная, да? взлетная, да. И на ней уже кроме вас никого не осталось? Не, еще есть семья одна, 4 семьи, кому восстановили. Меня что остановили. Тут же танк лупанул. Ну, тут все подбито было. Окна поставили. Холодно, потолки делать надо. А что делать? Не знаешь, что пролетит. Пуляет. Нет, такое пошло. Тоже неделю назад сижу там же. Летняя кухня была, голубятник был. Сижу, буржуйку собакам топлю. И пошло. Где-то там лупануло мне. А где, спрашивал, никто не знает. Они ж конченые. Поднял чуть ли и по нам. И он ее родственница, сестре ее тоже пролетела. Тихо, раз. Хорошо пролетела в летнюю кухню. Ну, там все нормально было. И дом рядом тоже сгорел. Мы помогали, ходили, разбирали. Да все, он дочкин дом, ну, знаешь же, дочкин дом, труба торчит, сгорел. Да тут никто не живет. По Стратонавтов аж до переулка. Батнин дом, Стратонавтов дребезги разбитый. А вы на мир надеетесь все-таки? Я Война когда-то должна же закончиться. не знаю, Как вы думаете? когда она Или закончится. как она должна закончиться? Но они не уйдут. Бандеры не уйдут от нас. Будут провокации делать. Стрелять по мирным, по нас. Тут ничего ж нету, ни бояк, ничего. Они из-под тишка. Тогда, как на этой улице, как в дом попало, когда недавно тоже, на этой, как ее улица? Стратонавтов. Ну, а? Стратонавтов. Не, Стратонавтов там травмировала монашку. Башкирская. Жукова, или Жукова там же, ты ж снимал, да? Да, 2 детей, что они остались живы там тоже, видишь, и пульнут и все. Васильченко, нет. Ну да. Утром в 7 часов туда прилетела, были дети маленькие дома. Да хорошо, Они дети в только школу не спали. шли, обстреляли. Если в школу пошли в 21-ю, там была вообще беда была. Как вы думаете, почему украинский стреляет на гражданский? Бандеры, фашисты там, конченые. Их там воспитывали, дрочили. Януковича сюда провести, сука, на мосток, я его повешу сюда, блядь. Пидор сбежал, в аэропорт прибежал сюда, сын в охране был, его не пустили сюда. Хотел самолет угнать, его наши не пустили сюда. Это он, за этой твари все и произошло. Кто? Янукович. Янукович. Да.
Что сыновья были твари такие, они творили тут чудеса, все. И он сбежал, еще в России живет, в Ростове. Его сюда провести и на стол повесить, блядь. Тварь эту конченую, блядь. Текал. Бросил все, Украину бросил, сбежал. Фашистов испугался. Или за свой карман. И он сбежал с аэропорта, тут даже в самолет садится, по нему стреляли. Не пускали, и вот на машину уехал в Ростов, сбежал, в Россию. Нормально это. Сюда его провести и казнить нужно. И что вы могли сказать за Порошенко или Зеленский? Да Порошенко тут конченый. Конченый, блядь. Он же начал сюда все обстреливать нас. Вы просто не представляете, что тут было. Он же дал команду. И вот тот этот жиденок, богомольный, как его, блядь? Турчинов. Турчинов. Он же сюда начал гнать. Пулять. А тот поддержал и пуляли тут, говорит, так что тут поселка ж нету, все побито. И не будет здесь поселка. Будет, Гал. Кто сюда вернется, блин? Ну кто сюда вернется? Ну да, тут не вернуться, кто повыезжали повыезжали, много, в кто России, кто кто где? куда повыезжал. Но мы никуда. Вернется. И несколько дней назад Зеленский обещание, которые Крым и Донбасс будут украинские еще раз. Не будет никогда он. Донбасс не будет никогда, и Крым не будет. Почему? Люди голосовали за это. Если Путин не пришел бы, с Крымом было что у нас. Расстреляли, разбомбили, все. Не было бы там и Крыма не было. Если бы Путин, как люди эти пришли, то по Крыму было там концы, они расстреляли. Они ж фашисты. Дома ограбили полностью. Это почта. Вывозили список. Все повывозили. Это почта Курахова. И, говорит, везут и трусы, и машинки, и холодильники. Все поразграбили там. У меня там же друзья тоже, голубятники, там все. Говорят, кошмары, прихожу, нету ничего, один холодильник пулей пробитый. Все вывезли с квартиры. А один приходит, товарищ, там на площадке, приходит до него, друг, говорит, у него дача, это, дом был на Водино. Говорит, захожу уже, 16-й год, захожу, ходят, 2 детей, 2 женщины ходят. Захожу в свой дом, говорит, ты чего сюда пришел? Это мой дом, как я пришел сюда? Не, мой муж офицер, иди звідсіля, пока живий. Ну, представляете, вот рядом, что с Водина по нам бьют там. Я там, знаешь, рыбак сам, рыбачил, людей знаю. Иди звідсіля, все. А Первомайка за Песками. У меня ездит подружка ДНРовка, она, это, как, соцстрах или как там, ездит ко мне на машине, приезжает, дом у нее 3-этажный. Там, говорит, уже детей нарожали от них. Скажите, а вот 14-й год, когда у вас здесь Армагеддон был настоящий, вы же не уезжали отсюда. Как вы жили здесь вообще? Как можно было в таком аду жить? И вы ранены были, я так поняла, да? Ну, меня контузило, накрыло, меня просто разорвалось надо мной, в землю вмяло, зубов убивало и контузило меня. Ну, зубов нету. И откуда это стреляет, это время? Пески, опытный, где бандеры стоят. Как вы знаете, украинский сказал, они никогда стреляют на гражданский. Да не слушайте вы никого. Перебило, по улице перебило, сколько погибло людей. В поселке сколько детей погибло. Прятался. Прятался, что делать? Упал. Выстрелы, падаю, все. По машине стреляли, по мне тоже. По крыше стреляли, с пулемета ему крышу делал. Это меня уже сделал, Красный Крест сделал. Если тут не будет Украины, какой страна это будет? Где мы сейчас? Какой страна это? Тут гривны нету. Тут гривны нету. Тут российские рубли ходят и все. Ага. Ну, какой страна мы сейчас? Страна Да. Малороссия. Малороссия. Она же была раньше Малороссия. И они должны уйти, как проголосовали все, проголосовали Донецкая и Луганская область.
им дать, как правильно сказать, Referendum. независимость или что там. И все. А фашистов сюда не пустили. Я знаю, сколько людей погибло. И сейчас воюют тут. Воюют тоже. Ну, фашизма не будет тут. Ну, что будет? Будет независимо или что? ДНР и ЛНР будет. Думал, Россия будет или нет? Их с Россией, да. Вы уже получили русский паспорт? Я ДНРовский только получил. В Россию надо будет ехать получать. Будет, да? Конечно. И как вы думаете, местные люди Донецк, что они хотят? Они как те, или что они хотят? Если референдум завтра, если 3 выбора, обратно Украина, независимо ДНР, или Россия, что местные люди хотят, если референдум? Не Что они будет будут этого. выбирать? Уже Донбасс не пойдет туда. Он имеет в виду, если завтра провести референдум у нас и задать несколько вопросов, с кем мы хотим быть, Украина, С Россией. Россия или независимо. Вот полную фразу нам. С Россией только быть. Больше ни с кем. И все люди думали это? Или... Так на Россию прут, они помогают нам, все делают. И помощь, все с Россией идет. А те бандеры поперекрывали все. И там люди живут. Я ж ездил в Украину за пенсией, там я шахтер сам. Все воспринимают, помогают, люди простые. Не то, что там фашисты. Простые люди в Харькове, вот, в Изюме я был. Помогают все, подскажут все. Это единицы, оттуда проезжали бандеры задроченные. Но мы все равно не сдадимся. Украина все обрезана от нас. Николай Васильевич, а вы говорите, у вас голуби, да? Да, вон они Покажете? там. Да. Ну так, сейчас не выпускаю, правда. Ну. Тихо. Это Красный Крест дал. Ну, хоть яйца какие-то, подмога, правильно? Это Красный Крест дал они, да? Да. Интересно. Ну, хоть немного, хоть чуть-чуть несут, правильно, помощь есть. А меня ж внуку-то 4 месяца было 22-го. Дочка родила в 40 лет. А? Вот это счастье настоящее. Да. Сколько голубей у вас? Давно вы их держите? 6 лет держу. Ну, я не выпускаю, сокола едят. Ну, понятно. У-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Это разбило все. Снарядов, дверей нету, тут все как лупило. Вон стену разбило, тут все. Огород, сад у меня. И вот, ну вот начали пулять. Почем? У меня даже упала эта фосфорная упала такая. Меня снимали тоже, показывали по телевизору. Это самое фосфорные. Пуляет он, все пропало. Ничего нету. Винограда 40 кустов. Он все пропало. Буду выкорчевывать. Чем они пуляют сюда, я не знаю. Винограда было море. Сейчас нет, он сейчас тепличку Красный Крест дал, буду делать. И можете сказать, как далеко аэропорт здесь? Хотя вон сейчас выйдем на угол и глянешь. Ну, не знаю, чтоб... Ну, пацаны-то знают меня все. Я ж помогал им сколько там в Ну, просто аэропорту. до камеры скажите, вот сколько до аэропорта, до передовой? До аэропорта где-то метров 700 меньше, даже меньше. А дальше там взлетная, ну сколько, ну 1,5 километра само больше. Ну пули летят, свистят тут, когда стреляют. С огорода текаем отсюда. Такое пошло. И когда был фосфор? Кого? Фосфор. Фосфор был, да. Когда? Это было, скажу, в 15 году. И после этого все виноград. Ну, не знаю, чем они бьют. Они ж лупят все время сюда. Это вот прекратили немного, а то все время били. И когда последний раз виноград жит? Еще был, в 15 году был виноград. Нормально. А сейчас он и новый посадил кусты. Вот повары сделал, весь пропадает.
И яблоки пропадают, и груши. Не то же. Раньше было у меня полно. Раздавал людям, ну, друзьям. И малины нет, малину у меня, там малинник все ж, занимается. А сейчас новые деревья посадил, прививки сделал, не знаю, будет что или нет. Спасибо вам большое. And you see what the people that still live in some of these almost ghost towns have to say about the possibility of peace and what needs to happen, and a lot more things. So hopefully you got something out of this report. Help show the world what's really happening here. Because there's hardly any information coming out from on the ground here in Donetsk about what the real situation is. So please share this video, hit that like button, and we'll show the world together. And I'm here on the ground in Donetsk to show you what the real story is. Let's show the world together.